Вот так выглядит озимый чеснок на конец марта. 4-5 листьев. Это сигнализирует о том, что уже закончилась первая фаза развития чеснока, интенсивное наращивание корневой системы. И началась вторая фаза, это интенсивное наращивание листостеблевой массы. Но если я сказал, что закончилось интенсивное наращивание корня, это не значит, что корень остановился в развитии. Он будет продолжать развиваться до момента уборки практически. Но более интенсивно сейчас начинают нарастать листья. Листья нарастают у нас, я думаю, всем известно, за счет азота и еще некоторых других элементов. Но все дело в том, что в земле после зимы азота ограниченное количество. Частично азот, который здесь мог находиться, вымытый осенними дождями, весенними дождями, талыми водами после таяния снега. Частично азот, особенно аммиачные формы, испарился в воздух, он долго не держится в грунте. И частично азот связался с фосфатами и стал малодоступным для растений. Поэтому первое дело, которое нужно сделать, это восполнить запасы азота и дать возможность чесноку наращивать листья. Нарастим хорошие листья, получим хороший урожай. Это аксиома. Большие листья равняются большой головке в конце концов. И еще такой важный момент. Мы ждали, когда прогреется почва. Смотрите, сейчас 20 градусов, но это только сегодня, потому что сегодня у нас солнышко вышло. Вот коты соседские прибежали к нам даже. Вот, и за счет солнца прогрелась. Вчера еще я смотрел градусник, 12 градусов было. Это температура на глубине 10 сантиметров. Проверяли, насколько эффективно может начинать сейчас работать корневая система. Вообще подкормку, о которой пойдет речь сегодня, можно начинать проводить при прогреве почвы 8-10 градусов. Именно тогда чеснок уже способен усваивать вполне нормально элементы питания. Итак, давайте все-таки перейдем к компонентам, из которых будет сегодня состоять наша подкормка. Первый — это селитра аммиачная. Именно аммиачная селитра — это легко усвояемый азот по холодной почве. Карбамид сейчас вот при такой почве, температуре применять не стоит, он будет плохо усваиваться. Именно используем селитру аммиачную, 20 грамм на 10 литров воды. И второй компонент, сразу скажу, 20 грамм на 10 литров воды, это будет магния сульфат. То есть 20 грамм селитры и 20 грамм магния сульфата. И вот смотрите, что дает, если селитра, это понятно, что дает. Это чистый, считайте, азот в двух формах, нитратный и аммиачный. И вот этот компонент, это магний, который помогает подзеленять листья. Вообще 4 элемента, которые делают листья на любом растении зелеными. Это азот, это магний, это сера и это железо. Но вот сейчас мы именно магния сульфат. Магний будет подзеленять листья, значит, соответственно, улучшать процессы фотосинтеза. Чем зеленее листья, тем лучше они усваивают солнечную энергию. Да? И сульфат — это сера. А сера, как известно, это любимый компонент или любимый элемент для всех луковичных растений. Чеснок, лук репчатый, лук-шалот, все другие виды лука. И в том числе сера — это то, что необходимо для всех луковичных цветов, таких как тюльпаны, таких как нарциссы, гиацинты, крокусы и так далее, и так далее, и так далее. Так что мы такую подкормку сегодня и проводим. Давайте еще раз: 20 грамм аммиачной селитры и 20 грамм магния сульфата на 10 литров воды. Вот это все суммируем.
И также в этот состав я добавлю фертирут. Это укоренитель, который поможет нам придать импульс по наращиванию корневой системы. Я перед этим сказал, что корневая система уже начала приостанавливаться в своем интенсивном развитии. Но, тем не менее, сейчас еще есть возможность на нее повлиять, пока она не застарела. Она сейчас может увеличиться еще вот этим вот импульсом, который мы можем придать с помощью укоренителя. Если нет фертирута, можно в принципе использовать какой-нибудь другой укоренитель. И это реально помогает в развитии. Больше донарастет корневая система, больше потом смогут донарасти листья. И, соответственно, больше может увеличиться головка. Если будете использовать именно фертирут, 25 мл на 10 литров воды. И не менее важный сам процесс проведения подкормки. Мы зубок чеснока заделывали на глубину порядка 8 сантиметров, то есть корневая система там приблизительно только начинается. Нет смысла проливать всю толщину, весь слой грунта, чтобы добраться до корневой системы. Поэтому мы берем вот что-то подобное такому. Это у меня приспособление для высаживания луковичных цветов. И делаем вот такое углубление сантиметров 8. Именно рядом с заглубленным зубком. Вот таким образом мы открываем доступ удобрению, точечный доступ, без проливания толстого слоя почвы. Не нужен азот сверху от зубка, нет. Мы вносим его сугубо под каждое растение чеснока. И проводим полив прямо в эти отверстия. Можно сделать также бороздки вдоль ряда. Но у нас немного чесночку, поэтому мы заливаем просто вот в такие отверстия. Постепенно приготовленный поливной раствор впитывается и начинает поглощаться корневой системой чеснока. После того, как все впиталось, конечно же, проделанные нами отверстия нужно заделать, чтобы через них не происходило выветривание влаги. Вот такую подкормку проводим ранней весной по отношению к озимому чесноку. И в результате мы получим зеленые листья и увеличение урожая. Я так думаю, что кто-то из вас в прошлом году уже такую подкормку проводил вместе с нами. Напишите, пожалуйста, в комментариях, насколько вы остались довольны результатом. Кто еще не проводил, ну, что могу сказать? Могу сказать, что подкормка действительно проверена нами лично на нашем опыте, и она нормально работает, дает нормальный результат. На этом видео закончу. За следующую подкормку будем говорить немного позже. Вот как-то так, друзья. На этом закончу. Спасибо за внимание. Всем желаю крепкого здоровья, хороших растений, мирного неба над головой. До свидания.